Ну а мы с вами идем к остановке вот с той стороны. Вон от трамвайчика уже один подошел. Витязи вот эти очень красивые трамваи, трехсочлененные, по-моему, они вот окна огромные, такие панорамные. И мы будем с вами двигаться по третьему маршруту. Маршрут номер 3. Чистые пруды. Симферопольский бульвар. Конечная остановка. Метро Чертановская. Вот написано. Третий маршрут. Садимся, как обычно, последний вагон и на последние сиденья. Стекла сегодня чистые, отлично. Третий маршрут, и мы с вами будем двигаться по маршруту номер 3. Все, двери закрываются. И мы поехали. Засекаем время. 12:06. Сколько будем в пути? Еще раз повторю. Маршрут номер 3. Чистые пруды. Метро Чертановская. 21 километр в пути и 38 остановок. Памятник Грибоедову, писателю и дипломату, трагически погибшим в Персии. Был буквально растерзан толпой, но не сдавался до последнего. И ко дню его гибели, 130-летию, здесь вот воздвигнули этот монумент на Чистопрудном бульваре. Место встречи людей здесь. Ну а мы двигаемся с вами дальше. Чистопрудный бульвар, здесь вот по остановке по требованию. И у нас следующий объект такой знаменательный — это Чистые пруды. Чистый пруд, если быть точно. Жарковато, конечно, в трамвае, но я сегодня оделся полегче. Чистый пруд в 17 веке, до этого названия он назывался по-разному: поганое болото, поганый пруд. Ну, одна из версий, что торговые ряды на Мясницкой улице здесь были, и вот казахскому мыслителю здесь памятник, так как здесь посольство Казахстана недалеко. И вот все нечистоты и отходы от трудовой деятельности сбрасывали в этот пруд. Но после того, как граф Меньшиков почистил пруд и запретил сюда вываливать все, он начал называться в конце 17 века Чистым прудом. А вот смотрите, уже тает потихонечку лед на Чистом пруде. А вот эти вот аллейки здесь в свое время любили и любят выставлять свои произведения художники. Люди идут и смотрят, и оценивают вот труды художников. Вот с этой стороны у нас дом со зверями. Сейчас мы вот видим немножко. И остановка Покровские ворота. Следующая остановка — Казарменный переулок. В салоне трамвая держитесь за поручни. Для выхода на остановке возьмите трубку на период. И вот у нас вид сзади. Можно посмотреть. Дом со зверями. Здесь вот много маршрутов трамвая начинается, и вот здесь более-менее уже известное все. Неоднократно мы это видели, но все равно красиво. Давайте вот посмотрим на заднее. Сзади, вид сзади сегодня вот немножко. Посмотрите, какая великолепная погода сегодня в Москве. А мы двигаемся по маршруту номер 3 до Симферопольского бульвара. Казарменный переулок. Следующая остановка — Воронцово поле. Сейчас отрегулируем. И вот так, я думаю, нормально. Я вот придерживаю, поставил его и двигаемся с вами. Отлично.
Навигатор дает свое. Назад не очень смотреть, голова кружится. Ну, у кого кружится, может не смотреть, а что делать? Я считаю, что тут самый объемный и панорамный вид, вот так вот, можно все увидеть. Потому что если я в одну сторону только показываю, не очень хорошо видно. А здесь вот очень даже неплохо. И повороты вот эти, все видно отлично. Да, я же говорю, сегодня погодка прям и шепчет так. На улице классно, не жарко. Я тоже считаю, охват полный идет. Отлично. Ну, так пока и будем держать. А там дальше видно будет как. Главное, чтобы трамвай резких движений не делал. Кировские ворота возникли в пограничных обстоятельствах. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Будущее. Но иногда полезно обернуться, оглянуться назад. Так что пока смотрим. Ну, посмотрите, как двигаемся мы, какая красота. Нарушается фокусировка иногда, но ничего. Дом на Котельнической набережной у нас справа. Комиссариатский. Автобусы с обозначением КМ, КЦК, РЦД и наземным транспортом другие линии. О! И прочитать можно. Вот так получше. Метро Новокузнецкая. Вот метро Новокузнецкая, кстати. Сейчас мы будем проезжать. Именно сам вестибюль метро Новокузнецкая построен на месте снесенного храма. Здесь были в свое время торговые ряды и поставили храм торговые люди, именно вот поклоняясь богу торговли. Ну и когда началось строительство метрополитена, этот храм снесли, и на его месте вот сейчас метро Новокузнецкая. метро
Третьяковская. на проезжую часть. Следующая остановка Вишняковский переулок. Так вроде рельсы ровные, а так когда сидишь нормально, не замечаешь, а так вот стоя, еще держишь камеру, подергивает, да. Ну ничего. И скамья и украшения на станции, поговаривают, изготовлены из мраморных частей разрушенного храма Христа Спасителя. Ну, возможно, раньше материалы все шли в дело, ничего не пропадало. Возможно и такое, да. Вишняковский переулок. Центр транспорта. А, вот тут подтряхивает нормально. Метро Павелецкая. Будьте Если вот поддержат, то можно, конечно, сделать. Ну вот мы переезжаем Садовое кольцо. И сейчас вот у нас будет площадь Павелецкого вокзала, собственно говоря. Маршрут номер 3 не предполагает поворот направо вот, или налево по ходу движения, вот откуда выходит трамвай, видите? Мы едем по прямой. Следующая остановка Стремянный переулок. В Казани снега по колено еще. Но здесь тоже, если бы не убирали, в некоторых местах много снега. Ну а так, видите, здесь вот снег вывозили, чистили, и в основном уже все чистенько.
Смотрите, какая чистота. Уже видите, автомобильное движение вот можно по путям разрешено. Сервисные колеса, вот такие здесь старинные здания еще существуют, вот с левой стороны особенно. Довольно-таки приличная скорость у трамвая. Напомню, весь трамвайный парк состоит из протяженность трамвайных линий 183,1 километра по Москве. Больше только в Санкт-Петербурге. Идет медленное, но возрождение все-таки трамваев. Уже вот при Юрии Михайловиче в угоду автомобилистам начали с некоторых улиц убирать трамвайные пути, но смотрите, какая скорость приличная у трамвая. Так мы быстро проедем этот маршрут. Ну, сегодня еще суббота, полдень, машин не очень много, так что можно ехать нормально. Везде, вот как посмотрите, идут работы. В основном вот вдоль дорог идут работы по прокладке новых коммуникаций или ремонту старых коммуникаций. Вода, канализация, теплосети. Все это ведь нужно тоже делать и поддерживать в состоянии, в рабочем. И ремонты делаются в теплое время года, а не зимой. Зимой только аварийные. Ну и вот Свято-Данилов монастырь с левой стороны у нас. Вот мы с вами делаем поворот. Серпуховская застава, Даниловский рынок. Вон там у нас. За вот этим ларьком, за церковной лавкой.
Тульская. Вон он корабль, дом корабль на Тульской. Немножко видно вот с левой стороны. Так, ну и вот мы с вами на Варшавку выехали. Варшавское шоссе. Номер 11 проезд. Академия водного транспорта. Вроде оделся не сильно тепло, а все равно жарко в трамвае. Ну что, дорогие друзья, слева у нас Варшавка, а мы едем с вами до Симферопольского бульвара по маршруту трамвая номер 3. И вот сзади нас трамвай догоняет. Таранить будет. Тогда еще помню, когда ехали, скорость развивает нормальную. Вот смотрите, как быстро едет.
маршрут, это хорошо. Скорее всего, это до Гатинского затона. Вон следующий трамвай идет. Только руки успевай менять. По ходу движения, вот она выходить сейчас будет и стрелку будет вручную переводить вагоновожатая. И поедет вот вправо туда. Вот туда. А мы едем прямо по Варшавке. Нам до Симферопольского бульвара нужно будет. Все еще стоит трамвай, видите? Стрелочку ломиком повернула и сейчас будет поворачивать. В повороте. Вон он завернул на Гатина. Ну а мы двигаемся прямо. Легкий поворот. Мне надо и камеру держать здесь, и поворачивать, и самому держаться. Я стою, стоя, не сидя, чтобы вот так вот. Так, ну а мы с вами в пути, получается, уже 52 минуты. 52 минуты в пути. Ну, посмотрите, переезжаем сейчас через железную дорогу. По мосту. Именно трамвайный мост вот здесь. Такой с поворотом. Гляньте, как красиво. Здесь я первый раз еду. Именно трамвайные пути. Вот это здорово. Пересекаем Варшавку, или это уже Каширка? Что это? Каширка, наверное. Или не, Варшавка, по-моему. Тоже пересекли и идем на спуск.
Симферопольский бульвар. Следующая остановка – Нахимовский проспект. А вон и первый был ревизор, видите? Выписывает постановление. Вон из нашего трамвая вышел, а я и не видел, я спиной стою. Он меня и не проверил. Нахимовский проспект. При выходе на проезжую Добрая улица. А на этом рынке там иногда всякие детальки покупал, там подшипники и прочее. Я ездил туда, вот как сейчас помню. Ну, много изменилось уже. Это был 5-й, 6-й, 7-й года. Да, здесь поменялось все. Конечно, поменялось. Здесь вот стоянка сделана, смотрите. Вон и Москворецкий рынок. Но раньше он совершенно не такой был, конечно же. Вот он. Охотниковская улица. Выход на Соловецкого. О, скорость какую развил, гляньте. Метро Каховская. Ну и вот, собственно, я вот рассказывал дома справа серии P44T. Здесь вот много их, кстати, в этом районе. Вот они. Вон они красные виднеются. Вон он еще. В свое время вот ими здесь активно застраивали. Вот они. Симферопольский бульвар, дом 20. Вот они. Справа P44T. В свое время очень популярная и любимая серия была. Кухни там по 12-14 квадратов. Вот они. А вот это вот серия P3M. Вот он дом. Вот он тоже. Черноморск. Здесь такие полукруглые эркеры были. Здесь вот первый, третий, 16, 47 написано почему-то. Это 47 автобус, наверное.
идет. Ну а здесь вот у нас конечная будет. Здесь вот мы уже с вами в руку берем. Вот видите, мы поворачиваем, а трамвай пошел прямо, еще путь трамвайный. И вот мы прибываем. Чертановская. Метро Чертановская. Трамвай дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах, не трогая их, сообщайте водителю. Вот и Всего все, вам приехали, доброго. дорогие друзья. Выходим. Красоту снимаем. Ага. Я здесь живу, мой любимый маршрут 3. Третий, вот это два Ну, до шага. самого туда, конца. А это что, не конец? До чистых прудов. А, Нет, ну я оттуда еду. я и говорю. Я оттуда еду, с чистых прудов. Вот Да, я поняла. вас. время в пути мы Ну, были час мы бываем. 1 час и 8 минут. 8 минут. Я вот засекал. Это просто Какая погодка. сказка. Да. Так, а метро у нас где, скажите? Вот так. А, вот. А по прямой там вот пруд еще должен быть, да, по-моему, Чертановский. Прям по прямой идти, никуда не сворачивать. Никуда не сворачивай. А, спасибо, хорошего дня вам. Иван, я просто в церковь иду смотреть. Церковь открыта. Спасибо. Ну вот, дорогие друзья, идем мы вот. Вышли мы с вами. Вот он наш трамвай, маршрут номер 3.